Привет, дорогие мои! Собирал очень долго и много материала. Угадайте о чем? Конечно же, о кругосветном путешествии Зеленского, дорогие мои, который боится вернуться домой, потому что уже вокруг него собирают там целую коалицию внутри, которая там уже начинает процветать. Давайте поговорим об этом или в конце, или в начале. Давайте сейчас чуть-чуть, а потом, когда будем уходить в другую тему, перед этим немножечко обсудим, что на самом деле произошло. И это интересно. Поехали. Вот у нас тут Зеленский пишет, что завтра будут встречи в Турции, готовим активизацию переговоров, и у нас есть наработанные решения, которые предложим партнерам, заявил Зеленский. Ну и тут же пишут же в этой статье, что туда будет вылетать Уитков, дорогие мои. Но в чем дело-то тут? Ну, это ж не все так гладко. Как это вдруг Зеленский решил инициировать какие-то мирные переговоры? Вы же знаете, он вечно от них петляет, вечно от них... А тут даже не он же все время звал к себе на помощь европейских партнеров, а сейчас не зовет. Сейчас он сегодня в Испании и вылетает в Турцию. Ну... Сейчас еще чуть-чуть давайте покопаемся, а потом уже будем раскладывать по этому поводу. Вот у нас есть такой человечек, который сам себя застрелил. Это криптовалютчик один. Найденный убитым в октябре украинский криптобизнесмен Константин Ганич был участником отмывания денег Энергоатома по схеме Миндича. Схема не Миндича, дорогие мои, я сразу же предупреждаю. Об этом сообщает французская Le Monde. Он якобы покончил с собой из-за резкого падения стоимости криптовалют. Теперь раскрываются подробности, что самоубийство могло быть инициировано, чтобы замести следы на фоне готовящегося разоблачения масштабной коррупции друзей Зеленского. Ну, насколько я знаю, там на камерах он приехал один, уехал. Ну, может, потом какие-то подробности вскроются. Но сейчас все вокруг этого, дорогие мои, абсолютно все. Вот экономист пишет, который вечно отмазывал и оттирал жопу обосранную Зеленского, про Зеленского. Да, экономист пишет, что дело Миндича стало самым серьезным кризисом для украинской власти с начала войны. Сейчас первые шаги Банковой сводятся к попытке дистанцироваться от отдельных фигур. Верховная Рада ожидает голосования по снятию Светланы Гринчук и Германа Галущенко, но все это выглядит скорее реакцией на давление, чем на стратегическое понимание ситуации. Ряд влиятельных политических и силовых групп, по данным инсайдеров, уже требуют более жесткое решение, фактически принуждая Зеленского отказаться от части команды, чтобы удержать контроль над процессами. Он уже делает, но они это делают хитро, по-кучмовски. Антикоррупционные органы, работавшие над делом Энергоатома, внимание, показывают, что за 15 месяцев они продвигали расследование почти вопреки системе. Сопротивление поступало из государственных структур, и это ясно демонстрирует глубину институциональной разложенности. Там есть поправочки, я вам расскажу. Выявленные 100 миллионов долларов хищения — это только первая цифра, которая стала известна. Схема с откатами в 10-15% от контрактов выглядит не как единое явление, а как часть многолетней практики. Факт того, что Зеленский участвовал в телефонном разговоре с одним из обвиняемых, показывает, насколько близко подозреваемые находились к высшим кругам власти, и это уже рассматривается как фактор, способный серьезно повлиять на политическое будущее Зеленского. Один из сотрудников украинской разведки описал происходящее как удар, сравнимый с атомной бомбой. Сейчас идем немножечко дальше, дорогие мои. Там много всего интересного. Опять же, экономист. Зеленскому предстоит не часть, а час расплаты, заявили экономисту, высокопоставленный украинский чиновник, комментируя последствия скандала с Миндичем. Я сейчас насыпаю информацию, а потом уже мы будем по ней балансировать. Выбор невелик, либо он ампутирует ногу, либо подхватит инфекцию, которая распространится по всему телу и приведет к смерти. И нога — это имеется Ермак, они все равно там подменяют ее Маркаровой. Сказал источник, имея в виду необходимость полной смены окружения Зеленского, которое он называет балластом, тянущим, это не Зеленский, а источник, тянущим Зеленского вниз. По словам источников в правительстве, существует вероятность, что Зеленский не знал всех деталей о коррупционных схемах. Ложь.
Ему были откаты туда насыпали, по которым сейчас выдвинуты обвинения НАБУ. Зеленский также катается в этом мировом турне, боится вернуться, потому что ему тоже там готовы вручить. И не только ему, и вот сейчас Умеров будет возвращаться, видно, он там пообщался с ФСБ, ну как говорят источники, и будет лететь говорить с НАБУ. Тем не менее, тот факт, что скандал затронул ближайших соратников Зеленского, может подставить под угрозу его политическое будущее. Один из сотрудников украинской разведки, мы уже говорили, что это сравнил с бомбой, сообщается, что несколько европейских послов уже выразили обеспокоенность, на это можете не обращать внимания, они вечно там какую-то обеспокоенность, там у них жалобы, у них там целый список есть. Следующий этап расследования может затянуться на год, не давая Зеленскому никакого облегчения в ближайшее время. Некоторые из обвиняемых могут пойти на сделку со следствием, ну, например, как Умеров, что может привести к появлению дополнительной компрометирующей информации, отмечает издание. Напоминаем, что сейчас обсуждается возможная отставка Ермака. Он это сделает, Зеленский. Он уволит Ермака, дорогие мои. Поехали. Па-бам! Знакомое лицо, да? Это бывший посол Украины в США. Она такая, как вам сказать, ее Трамп уволил, можно так сказать. Он ее убрал, потому что она устраивала тур по спорному штату Пенсильвания Зеленскому, да, где Зеленский катался по оружейному заводу. Ну и это был спорный штат между Трампом и Камалой. И это было запрещено, ну, включать в игру. И она включила, и этим самым она поменяла полностью свое место работы. Вот сейчас ее вместо Ермака будут засовывать. Это уже Гончаренко говорит. В Раде предполагают, что в четверг Зеленский уволит Ермака и назначит Оксану Маркаровой, ну, главой. Алексей Гончаренко сообщил, что Зеленский планирует в четверг уволить Ермака с поста главы офиса и назначить на эту должность экс-посла Украины Маркарову. Недавно Зеленский встречался с Маркаровой в присутствии Ермака, отметив, что они обсудили возможные направления будущего сотрудничества. Ну, дорогие мои, это, знаете, хрен редьки не слаще, так что одно и то же будет. Это они пытаются, знаете, вот как наперсточники пытаются обмануть карманников. В данном случае карманники это у нас Порошенко. Хочу сделать отступление маленькое по поводу Порошенко. Я очень люблю наших подписчиков, очень просто, я их обожаю, потому что они со мной давно, годами, подписчики со мной уже давно. Но к нам заплывают некоторые индивидуумы, ну, в подписке к нам, или даже не в подписке, которые начинают делать какие-то рассуждения. Мне кажется, они специально эти рассуждения делают после вчерашнего видео, типа, вот Жора топит за Порошенко. А где в том видео хоть одно слово, когда я сказал, что топлю за Порошенко? Теперь я вам хочу сказать еще одну интересную вещь. Порошенко – это ублюдок номер один для всех одесситов, так же, как и для донечан, ну, как и Донбасса, для Луганска. Мы его все ненавидим. Он является одним из инициаторов Дома профсоюзов и так далее. Мы его не можем никак любить, ни один одессит его не любит. От этой мрази пострадала вся Украина, и Одесса пострадала. И это все прекрасно знают. И вот эти чмыри, которые к нам сюда забегают и пописывают это засланные чмыри, которые специально рассчитывают, что кто-то там поведется на вот эти вот их, что вот он топит за Порошенко, я отписываюсь. Отписка, он так пишет, что другие, как цепной реакции, потянутся за это. Но хочу вам сказать одну вещь. Если Порошенко замочит Зеленского, это охрененно. Мы все это поддержим. Все украинцы, все одесситы, которые его ненавидят, все поддержат то, чтобы Порошенко замочил Зеленского. Они сейчас делают это. Они блокируют Верховную Раду, они сейчас будут добиваться там обнуления Кабинета министров и так далее. Если он его замочит, пятерочка. Но какие шансы, я вот для этих конченых, которые мне пописывают эти комментарии, есть у Порошенко стать опять президентом? Раскиньте своими дырявыми мозгами и вонючими, от которых говном воняет. Нулевые. Пусть Порошенко породил это дерьмо, он его и уничтожит. Зеленое это дерьмо. Потому что выбирали, чтобы только не выбрать Порошенко. Так вот, это его задача теперь. Убирать это дерьмо и подметать за собой. Окей, дорогие мои, поехали дальше. По поводу того, что у нас происходит в этом направлении. Потом мы немножечко по фронту пойдем и так далее. Нью-Йорк Таймс пишет, что Зеленский знал о коррупционных схемах на $100 миллионов.
Были подозрения, что деньги оказывались на счетах за рубежом, что приносило выгоду Зеленскому и его ближнему окружению. По данным издания, Зеленский лично одобрял масштабные хищения западных денег. Мы все ближе подбираемся к сути этого всего. Сегодня народные депутаты от Евросолидарности заблокировали трибуну Верховной Рады, требуя отставки всего Кабмина. У Зеленского сейчас большие проблемы, дорогие мои. Ну и понятно, что Зеленский сегодня опять же, знаете, в антикриз уходит сразу же быстро. Это вот руль просто поворачивает там в 6 оборотов, чтобы только уйти от того, что происходит. Зеленский заявил о намерении перезапустить переговоры по окончанию войны. Для этого он едет в Турцию. Мы все знаем, что это самая чувствительная тема, причем для всего мира. И он об этом знает. И мразь сейчас будет уходить от вот этой своей ответственности через самые чувствительные темы. Он ничего в этом не решает и не предпринимает. Уже Песков тоже делал по этому поводу заявления. Но к Пескову мы придем к этим заявлениям для того, чтобы понять. Песков сказал, что это пшик. И российской стороны там не будет, там вообще ничего нет. Сегодня Дмитриев тоже делал заявление, что нужно обменять пленных. Вот, потому что России очень нужны пленные, ну и понятно, что украинским семьям. Поехали дальше. Окружение Зеленского выступает за увольнение Ермака из-за скандала с Миндичем, сообщает «Украинская правда». Среди членов партии «Слуга народа» сформировалась собственная коалиция решительных. Они угрожают выйти из фракции в украинском парламенте, если Ермака не уберут с должности. А это уже Арахамия. Это уже Арахамия действует. Вместе с Порошенко. Потому что Арахамия, дорогие мои, не мог никогда договориться с Ермаком. А сейчас ядерная бомба, дорогі мої. Ще з початку війни потрібно було створити коаліцію та уряд національної єдності і унеможливити безконтрольну і непрофесійну монополію однієї політичної сили. Тоді, на жаль, цю вимогу проігнорували. І маємо зараз хаос, корупцію і катастрофу. Я переконана, що зараз це є єдиним виходом із критичної ситуації, в якій опинилася Україна. Треба врятувати ситуацію, треба діяти. Я скажу по-одесски. Я знаю, меня смотрит и она, и другие политики. Я скажу по-одесски. Старуха крайне аккуратно нащупывает свое место в том, что происходит. Она не на, как говорится, не на все бабки влетает в это. Она аккуратненько, ножичкой своей в каких-нибудь балетках нащупывает. Да-да или нет. Но у нас нету реакции Шрека. А если нет реакции, это глава СБУ, который выставляется непосредственно самим Зеленским. Теперь, дорогие мои, погнали насыпать от действительности, что происходит на самом деле. Сегодня вытекает информация о том, что это не расследование, а дело с этими бабками разработали американцы. Ну, тут можно много и долго спорить по этому поводу, потому что там есть, я уже не помню его фамилию, российский сенатор на «Д». Я не помню, неважно, не суть в этой сделке. Да, они там тоже помогали им отмыть деньги и вывозить. И вот к чему вообще ведется эта вся речь? К тому, что НАБУ ни хера не делали. Вот я вам просто скажу. НАБУ все принесли готовое, дали. И еще, как говорят, 15 месяцев назад. Вот, нате вам материалы по этим друганам и работайте по ним. И все, началась вытечка, соответственно, после того, как пошла вытечка, их начинали прессовать, вы знаете, да, чем это закончилось, там уже двое сидят, насколько я помню, и их тоже прессуют там по полной, у которых есть и флешки, и информация более подробная. Вот они сейчас не хотят выпускать, обвиняют их, что они сотрудничают с россиянами и так далее. Что произошло? Понятно, что это варье. Понятно, что, вот знаете, как ловят там маньяка. Берут по самому живому, кидают ему наживку, и вот он ее схавал, эту наживку, и его тянут, пока он не выйдет на жертву. Ну и, соответственно, там его и хлопает. Тут то же самое.
Им вкинули наживку, они ее сожрали, дотянули эту наживку до 100 миллионов, полностью, совсем, с соучастниками уголовного дела, да, полностью, со схемами, со звонками, с фотографиями, с переписками, полностью все. Все вот то, что там за 15 месяцев они рассказывают, они работали, нифига. Все это им дали, привезли, все, ФАС. Делайте ФАС. А поэтому они там и рассказывают, что они там 15 месяцев трудились. Нет. Понимаете, в Украине режим, и этот режим не даст этим заниматься. Значит, должны быть те, кто вне режима. То есть имеется в виду не граждане Украины, которым никто не будет ничего предъявлять. А кто у нас в авангарде и кого не трогают? Американцы. Американцы и проводили, судя по всему, эту спецоперацию. Они вели эту спецоперацию для того, чтобы в определенный момент отдернуть этот крючок и сорвать на нем крупную рыбку. И Зеленский там есть. Вот как я вам прочитал, да, что на его счета капали деньги, что он знал, что он есть в одном из телефонных разговоров. Поэтому, ну и американцы, конечно, навешивают на Зеленского, как вы понимаете, что. Так что сейчас продолжим дальше по этому поводу. После того, как все это увидели, после того, как поняли, что действительно эта схема была сожрана этими, выложены полностью все файлы, все звонки, все переписки, все фотографии, все имена, все поддельники, полностью вся схема, они начали от этого избавляться. То есть там и Зеленский, вот убрали этого криптовалютчика, который как бы обналичивал им бабки, да, или переводил их там с криптосчетов, короче, начали всех затирать. Также там сидят набушники и так далее. Но тут появился Порошенко, который понял, что это его звездный час, дорогие мои, и начинает расковыривать партию зеленых для того, чтобы ее расслоить. Ну, то есть, соответственно, он идет к Арахамии и договаривается с Арахамией. Потому что партия Порошенко вместе с партией «Голос» набирает там 40 голосов, ну не больше они набирают, а там 200 с чем-то надо голосов. Поэтому они старуху, которая так вот своим там балетной тапочкой, пуантой, да, своей там нащупывает, пойдет она туда или нет. Но, как я говорю, еще не слышно нигде Шрека. Что там Шрек скажет по этому поводу? Но это же тоже важно, понимаете? Потому что если Шрек будет молчать, то как делал Зеленский? Если кто-то поднимал голову, он травил Шрека. Дальше Бойко. Ну, это говно конченое вообще, просто конченое. Предатель Родины, предатель всего русскоязычного населения Украины, предатель россиян. Это он, мразь, понимаете? Где он? Тоже в тишине сидит. Но хочу сказать, что сейчас я как бы не сильно воспринял этот кейс, потому что понимал прекрасно, что этот ком никого не заденет. Но так как мы сейчас выходим на то, что эту спецоперацию проводили непосредственно американцы, то этот ком уже идет. Посмотрите, какой страх у Зеленского вернуться обратно, потому что ему вручат подозру, те тоже НАБУ. Сейчас Умеров, который летит, которого США отправили специально для того, чтобы он сотрудничал с НАБУ и давал свои показания. Ну, посмотрим, дорогие мои, посмотрим. Это очень интересно, я вам скажу. Ну, а что дальше? Вот больше всего все боятся, да? Порошенко, он не рукопожатен для европейцев. Он с ними договориться не сможет. Они, точнее, с ними договориться не смогут. Но он сможет договориться с Путиным. Ну, на условиях Путина, соответственно. И вся та коалиция, которая есть, они тоже будут договариваться на условиях Путина. Договариваться, а не стрелять. Или брать у Трампа оружие, бегать по Европе, искать бабки, или искать, как выдернуть из Бельгии те 140 миллиардов. Они будут искать, не будут искать эти бабки для него, для Порошенко. Мразь, бесспорно. Но войну надо останавливать. Мразь начал войну, можно так сказать. Вывел этого гнеденыша. Пусть и убирает этого гнеденыша. Говно за собой пусть подметает.
Поехали дальше. Россия не будет присутствовать на завтрашних переговорах Зеленского и Уиткофа в Турции, но рассчитывают узнать детали, сообщил Песков. Будем ждать, о чем пойдет речь в Стамбуле, если Уитков или представители Анкары захотят проинформировать Россию об итогах переговоров с Зеленским. Путин открыт для разговора, заявил спикер Кремля. Я вам объясню, что Зеленский сейчас включил антикриз, где он приглашает сам Уиткофа для того, чтобы Уиткофу что-то рассказать для Трампа, потому что он сейчас очень обосранный. И прикрывается это все самым чувствительным, мирными переговорами, дорогие мои. Идем дальше. У нас тут достаточно новостей по этому поводу, помимо Зеленского, то, что говорится. Александр Усик лишается чемпионского пояса WBO. Об этом сообщила официальная страница организации. Точная причина решения не раскрывается, уже все знают. Я вам расскажу, кто не знает. В WBO лишь отметили, что Усик провел разговор с представителями организациями, и по итогу обсуждений сторон совместно пришли к выводу, что украинский спортсмен освободил титул. Ситуация очень простая. Вместо защиты титула он сказал, что у него больная спина. Это вот как нам источники рассказывают. А через какое-то время появляется видео, где он тектоник танцует у кого-то там на день рождения. Конечно, это задало вопросы, знаете, если он не хочет защищать титул, потому что у него болит спина, а идет потом где-то на дискотеке вытанцовывает тектоники, с больной спиной это тяжело сделать. Так что, дорогие мои, они приняли решение, что он не будет принимать участие дальше в отстаивании своего титула, а просто его передаст. Окей, у нас тут новая, как говорится, нежданка, да, нежданчик новый. Взрыв на железнодорожной линии, ведущей в Украину, в Польше, вы же помните, Туска что доездил, для того, чтобы посмотреть, совершили граждане Украины, заявил премьер-министр Туск. Но это не все, дорогие мои. Они это сделали по заданию России. Все. На этом все. Он утверждает, что они якобы действовали по заданию России. При этом никаких доказательств Туск не привел. Ну вот сам факт. Подорвали? Ага, что нам делать? А ну звоним туда, в наш этот антикризисный отдел. Что нам делать? Говорит, что они действовали по заданию России. Ну вот этих вот двоих, я вас уверяю, их поймают и сразу же туда, на ноль. Отправят на ноль. Говорит, не скучный день у нас проходит на самом деле. Абсолютно не скучный. Поехали дальше. Ситуация тоже такая очень интересная с недвижимостью в Украине. Украина столкнулась с беспрецедентным жилищным кризисом. Об этом говорит ООН. Отчет Международной организации по миграции ООН утверждает, что Украина переживает беспрецедентный жилищный кризис. Согласно данным, с начала полномасштабного вторжения в 2022 году было разрушено более 236 зданий, а еще 2,5 миллиона объектов, около 10% жилого фонда повреждены. По оценкам ООН, 10,6 миллиона украинцев были вынуждены покинуть свои дома. Это почти четверть довоенного населения, большинство из которых выехало за рубеж. Внутри страны остается 3,7 миллиона переселенцев, и 2/3 из них уже не могут позволить себе платить аренду. Многие семьи тратят на жилье более половины своего дохода, а накоплений у многих практически не осталось. Я вам скажу, у кого накопления: у львовян и у молдаван, которые все это время просто в 3 шерсти драли. Я вот вам скажу, что я к молдаванам отношусь так двояко, потому что я жил в квартире, мы платили по $100 за день, а потом мы там переехали в другое место, там подешевле нам сделал, потому что он был мой подписчик. Вот. Когда мы переехали в Румынию, я просто не хочу, чтобы мы объединяли молдаван с румынами. Мы заехали в такой приусадебный домик, там они сдавали его. Как она узнала, вот эта хозяйка, что мы из Украины, она нам сказала, чтобы мы ничего не платили. И мы жили 2 недели абсолютно бесплатно в Румынии. Это вот такой вот подход, разница в подходе.
Но, хочу сказать, молдаване вместе же с львовянами набили кучу денег и едут покупают по 4-5 квартир в Одессе. Это я общался с риэлторами, есть даже видео в ТикТоке, когда риэлторы выкладывают и говорят, вот видите дом, половина дома принадлежит молдаванам. Вот просто приехали и скупили. А в Украине же остаются куча людей, которые не могут никуда заехать, не могут платить аренду, ничего. То есть у нас, получается, наши братья львовяне, да, как они нас там называют, да, там, российскомовные там, ждуны или как, позабирали кучу денег, едут покупать в Одессе. И братья молдаване, которые молдаване, не румыны, потому что у румынов мы были. Очень благодарные люди, очень люди, которые беспокоятся за эту ситуацию. Молдаване, именно молдаване. Бельцы, где там Кишинев? Ты все время думаешь, что если ты где-то в пригород поедешь. Не, нифига. Везде $100 и все. Не меньше. Везде, в 3 шерсти. Хочу сказать, что меня порвало больше всего, когда мой друг буквально там месяца 2-3 назад выезжал. И он там день был. А потом говорит, что, ну, там приходит хозяйка и говорит, я повышаю с завтрашнего дня. Он такой, как так, ну, типа, я рассчитывал на определенную сумму, и у меня вот там какие-то деньги, они мне тоже нужны, ну, потому что надо ехать. Она ему говорит, они тебе не нужны. Они, говорит, мне нужнее. Это молдаванка, говорит ему. Меня просто порвало. Меня просто порвало. И хочу сказать молдаванам всем, у нас подписчиков куча, там хорошие люди, которые еще с Советского Союза. Хочу сказать вот тем, которые покупали себе недвижку, одесситы с хорошей памятью. Поверьте мне, с очень хорошей памятью. Я не буду говорить там, какие последствия и так далее. Бенефициары найдут быстро. Каждой квартиры. Найдут быстро. Те же риэлторы, которые продали, помогут с этим. Так что жилищный кризис мы переживем, дорогие вы наши молдаване, братья. Я опять же не обобщаю всех, я говорю просто про тот класс, который грабил украинцев непосредственно. Окей, поехали немножечко на фронт. Российская армия наступает на Лиман широким фронтом, обрезая пути снабжения. В сводке Deep State указывается, что противник продолжает давление на Лиман по всей серой зоне, пока ВСУ удалось предотвратить быструю инфильтрацию в Лиман. Но их постоянное давление и количественное превосходство могут в любой момент изменить ситуацию, пишет Deep State. Также армия России начала менять свой вектор внимания на юг, между Лиманом и Ямполем, в направлении Диброва и Старого Каравана. Зафиксировано несколько групп в районе этих населенных пунктов, особенно у Диброва, Лиман-Северск. Лиман-Северск – это другое уже направление. Войска России стремятся обходить Лиман и расширять свою зону деятельности, ища всевозможные слабые места в обороне ВСУ. Неблагоприятная для Украины ситуация и на востоке от Ямполя, где русские затягиваются в посадки. Это так пишут паблики. Обустраивают там свои позиции и осуществляют постоянные попытки проникнуть в поселок. В частности, пользуясь ухудшением погодных условий, резюмирует ДС. На фронте, как обычно, все очень хорошо, дорогие мои. Идем дальше. Сейчас хочу уже текстовый вариант, о котором заявила Юлия Тимошенко, потому что она говорила на украинском языке, а многие не понимают украинский язык. Но я имею в виду в силу того, что они его никогда в жизни не учили. Юлия Тимошенко поддержала требования партии «Голос» и Евросолидарности Порошенко по созданию коалиции правительства национального единства. Порошенко любит это. Знаете, вот этот Майдан, там, справедливости, потом еще там, гидности и так далее. А он любит вот такие вещи. Еще с самого начала войны нужно было создать коалицию правительства национального единства и не допустить бесконтрольной и непрофессиональной монополии одной политической силы. Тогда, к сожалению, это требование проигнорировали. Теперь мы имеем хаос, коррупцию и катастрофу. Я убеждена, что сейчас это является единственным выходом из критической ситуации, в которой оказалась Украина. Ну, как бы ты тоже помогала. Многие слуги народа требуют уволить Ермака, угрожая выходом из фракции и развалом монобольшинства, чего и требуется добиться сейчас, развалить вот то, что собрал Зеленский вместе с Соросом и так далее. Но опять же, там тоже много соросят. Очень много соросят. Но эти за бизнес беспокоятся на самом деле.
Так что да, дорогие мои, такие у нас итоги сегодняшнего дня. И очень охотно наблюдаю весь день от всяких источников, что на самом деле происходит сейчас и будет происходить с Зеленским. Потому что сам факт того, что он не хочет возвращаться, а делает имитацию уборной деятельностью, что он там то приехал в Испанию, то он был во Франции с Макроном, там какие-то бумажки, которые вообще никого не волнуют, подписал, просто пшики делает, что он что-то где-то какой-то потужностью своей занимается. Но сам факт, что общественность это прекрасно уже понимает и не съедает это. Сейчас кость в горле Ермак. Они сейчас будут делать антикриз с помощью вот этой Маркаровой, засовывать ее, но ее никто не примет. Вот и все. Опять же, развалить правительство, поставить нужных министров, создать вот это вот временное правительство, да, которое национального единства. Хотя кто входит в национальное единство? Все, кроме русских, ну, я имею в виду русскоговорящих. Тоже, знаете, задача выбить Зеленского. Это факт. И уйти в выборы. А там в выборах, конечно, много чего можно сделать. Ну, как минимум, я все тем же вонючим головам хочу сказать, у которых мозг воняет говном, что какой-никакой мир будет оставлять жизни огромного количества людей. Также с российской стороны. Потому что все эти прорывы, они стоят жизни. И если есть возможность договориться, чтобы ВСУ вышли из этих областей без единого выстрела, так как ждали от Трампа, да, вот останавливали, не били никуда там на 9 мая, на другие праздники, на Пасху не стреляли, кроме Украины, да, то это хорошая возможность на самом деле. Подписываемся, кто не подписан, дорогие мои. И я вас всех обнял.